Всем здравствуйте! Сегодня в уроке я покажу вам несколько решений рендеринга с помощью камеры 360. Информацию вы можете посмотреть на форуме, ссылку в описании я оставлю. Итак, начнем с решения 1. Это Sequencer плюс JPEG System. Для начала у вас должна быть подготовлена секвенция с вашей анимацией. Обязательно сделайте камера Rec главным в камера CUTS, чтобы он был главным. Итак, приступим. Сейчас мы будем использовать JPEG-систему. Данная система появилась у нас в версиях 4.25, 4.26. Итак, берем, обязательно указываем галочку Rec JPEG. Режим записи Sequencer, потому что мы будем использовать Sequencer. Качество 4096 или выше, смотря как вам удобней. Здесь мы можем использовать режим сглаживания от 0 до 6 для FXA или MSA сглаживаний, но для TAA сглаживания от 0 до 4. Выбираем также по размеру, раз мы указали 4096, умножаем на 2. Ну, то есть, чтобы size Y был равен size output. Так, далее, так как мы используем секвенсор для захвата, то есть захвата корректных кадров, то есть порядку и так далее, то настройки скорости кадров мы указываем в настройках секвенсора. То есть, например, нам надо 60 кадров. Делаем временные файлы минимального размера, например, 200 на 200, и выбираем папку для временных файлов. Для финальных файлов 360 изображений указываем путь. Итак, далее также можете указать, какая у вас секвенция. Если ничего не указывать, автоматически будет указано ваше количество кадров. Если секвенция у вас 110 кадров, будет 110 кадров. Итак, приступим. Все, в принципе, подготовлено. Настройки основные мы с вами уже изменили. Нажимаем «Запись». Итак, напоминаю, картинка вот по центру. Movie Render мы не используем для рендеринга, поэтому идет минимальные значения. JPEG System берет на себя рендеринг. Так, отключим, проверяем результат. Итак, как видите, во-первых, у нас работают все спецэффекты Motion Blur и сглаживание. В нашем случае сглаживание 4, значение 4. Если укажете 2, 2 будет работать 0 без сглаживания. Если вы увидите какие-либо артефакты в виде швов, уменьшите Motion Blur. Или я вижу здесь Screen Space Reflection. Я думаю, это дело в нем. Так. Напоминаю, данный режим поддерживает TAA и сохраняет изображение в формате JPEG. Это решение 1. Так, следующее решение. Sequencer плюс PNG System. Ну, то есть, это точно такой же метод. Скриншот PNG System, как и JPEG System. Но есть определенные отличия. Он не поддерживает TAA. Потому что режим High Res Shot, он не захватывает сглаживание и Motion Blur. Что нам нужно сделать? Скриншот PNG System найдете. Значение качества уже меняете в данном меню. Сглаживание у нас не поддерживается, но поддерживается значение 2. По сглаживанию значение 2 оно работает.
Так, сейчас посмотрим. Здесь на всякий случай, все же, если вам нужно 30 кадров в секунду, используйте все-таки здесь и здесь. В данном окошке мы можем использовать задержку кадров. То есть кадр будет меняться каждую секунду. Сейчас поставлю на 10 кадров. Так, наш путь. И все остальное без изменений. Да, количество кадров здесь. Если у вас 110, значит 110 и берем. Нажимаем Capture. Сейчас будут изображения в формате PNG, потому что это идет PNG System, но не поддерживает сглаживание, напоминаю об этом. Я вам сейчас больше расскажу, как сделать так, чтобы сглаживание поддерживалось. Так. Как видите, Motion Blur здесь не работает, и сглаживание оно минимальное. Цифра 2. Так, сейчас. Сейчас я проверю, как получилось изображение, но подгружается долго. Угу. Как можете видеть, здесь минимальное сглаживание, но оно все-таки поддерживается. Итак, подробную информацию я указал на форуме. Например, данный режим хорош для рейтрейсинга, то есть PNG System. И JPEG System также неплохой. Так, решение 3. Вы можете использовать JPEG и PNG System в режиме игры, не используя секвенсор. Например, секвенсор закрываем. И оставим те же самые настройки. Также напоминаю, если нужно, чтобы... Бывает, что постпроцесс не поддерживается полноценно, рекомендую вот этот режим использовать. Но тоже он не поддерживает TAA. Если в режиме игры, он TAA не поддерживает. Проверяем. Режим игры это значит, например, Standalone Game, новое окно или в режиме viewport. Данный режим хорошо подходит также для Ray Tracing. Отлично. Так. Дальше. Точно так же работает скриншот JPEG. Выбираем режим игры. К сожалению, тоже TA не используется здесь, поэтому это просто для упрощения. Если бывают тяжелые сцены, рейтрейсинг, то лучше, конечно, эти режимы использовать. Как видите, сглаживание здесь не поддерживается, только значение 2. Motion Blur также не работает. Так, с этими режимами мы закончили. Так.
Следующий режим. Использовать секвенсор и без ограничений. То есть обойдем лимиты секвенсора. Итак, например, используя PNG-систему, здесь мы можем использовать TA. То есть выбираем наш режим, использование 6 камер, сглаживание 4, затем обязательно скриншот рек. Прошу прощения, скриншот трек не нужно. То есть это нам не требуется. Мы сейчас будем просто использовать секвенсор. Но нам нужно активировать Full Post Process. Да. Здесь мы указываем, если нам нужно обойти лимит 7680, мы можем сделать следующее. Res y равен 4000. Так, процесс. Отлично. Данный режим поддерживает сглаживание. Поддерживает сглаживание, motion blur, и в целом работает довольно тоже хорошо. И при этом мы обходим ограничения секвенсора. Можете указывать значения до 16 тысяч пикселей. Но иногда, даже очень часто бывает, двигатель может просто обрушиться. Как видите, сглаживание здесь и motion blur, они работают. Отключаем, проверяем. Так, прошу прощения, так. Да, сглаживание работает, и сглаживание, и motion blur, все это работает. Итак, далее решение пятое. Использовать Movie Render плюс TAA. То есть, в принципе, как я вам сейчас показал, используя секвенсор, но есть определенные моменты, которые нужно вам знать. Сейчас я вам покажу. Это решение 5. Использование Movie Render. Итак, создаем настройки. Итак, следующее, чтобы работало у нас сглаживание и использование Movie Render, мы используем проекции 6 камер, или все эти режимы, все поддерживают сглаживание, кроме Use 1 камера или Omni. Так, выбираем нашу качество текстуры, выбираем наше сглаживание, ищем скриншот PNG System,
Custom Render и Full Post Process. Следующий шаг. Different Rendering мы убираем, выставляем на Unlit Rendering. Затем добавляем наше сглаживание дополнительное. Затем берем Color Output, чтобы цвета были правильные, корректные. Так, и... Ага. Убираем, чтобы не было эффекта двойного сглаживания, то есть какие-то ненужные эффекты, мы их просто отключим. Но на финальной картинке у вас все будет смотреться хорошо и правильно. Так. Угу. Отлично. Давайте попробуем. Так, я размер не изменил. Так, секунду. Отлично. Так, проверяем, как видите. Сейчас прям мощная Motion Blur. Это, конечно, неправильно. Нужно уменьшать эффект Motion Blur. Так, стоп. Угу. Да, здесь все правильно. Сейчас еще раз проверим. Смотрим. Да, ну жесткая Motion Blur. Очень тяжелый. Так. И какой здесь отвечает? Ага. Вот этот. Тридцать кадров я делал, да? 30 кадров. Ну-ка попробуем. Слишком уменьшил. Хотя в целом. Да, смотрится уже лучше. Можно еще уменьшить, но в целом сглаживание поддерживается. Вы можете использовать Movie Render со всеми нужными эффектами. Да. Ну, я бы еще уменьшил Motion Blur. Но не намножко. И в целом отлично. Если какие-то у вас вопросы, всегда вы можете написать мне на форуме. Ссылку в описании я оставлю. Также для более быстрых ответов вы можете мне написать лично на почту. Поэтому спасибо еще раз за покупку, кто приобрел. Любые вопросы, обращайтесь, я всегда помогу, рад помочь.
Вот, всем хорошего дня, всем пока.